мало кто знает, как отсоединить аккумулятор так, чтобы не сбились настройки. Сейчас рассмотрим, как это сделать. Для того, чтобы отсоединить аккумулятор и сохранить все настройки, которые есть в автомобиле, нам понадобится дополнительный аккумулятор и комплект проводки. Проводку мы будем подключать к клеммам, плюсовая клемма и минусовая клемма. Сначала подключаем плюсовой клеммник, затем подключаем плюсовой клеммник к плюсовой клемме на аккумуляторе. Далее подключаем минусовой клеммник к минусовой клемме под капотом и подключаем клеммник минусовой к минусовой клемме на аккумуляторе. После того, как мы подключили дополнительный аккумулятор к клеммам, которые находятся у нас под капотом, можем приступить к снятию аккумулятора. Сначала откручиваем минусовую клемму, затем плюсовую. Снимаем минусовую и откручиваем плюсовую клемму. Снимаем плюсовую клемму. Далее снимаем вентиляцию с аккумулятора и откручиваем крепежный винт. Теперь можем снимать аккумулятор. И сейчас сделаем замер с наших клемм аккумулятора, которые находятся в багажнике. Подключаем тестер к плюсовой клемме, щуп красного цвета, и подключаем щуп черного цвета к минусовой клемме. На мультиметре у нас показатель 11,8 вольт. При таком подключении все настройки и память не обнулятся, сохранятся в памяти автомобиля. Ссылочку на видео об обслуживании аккумулятора оставлю вверху в всплывающем окне и под видео в описании. И по поводу правильности отсоединения вспомогательного аккумулятора. Сначала мы устанавливаем аккумулятор в посадочное место, затем подключаем плюсовую клемму и подсоединяем минусовую клемму. Далее на вспомогательном аккумуляторе отсоединяем минусовую клемму, затем отсоединяем минусовую клемму на кузове и отсоединяем плюсовую клемму, которая находится у нас под капотом. И отсоединяем плюсовую клемму, которая находится на вспомогательном аккумуляторе. Надеюсь, видео будет полезным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До встречи на канале.